Так, йо. Не туди. Всем привет, вы на канале Twin Китая. Мы продолжаем проходить Baldur's Gate 3. Сейчас мы находимся где? Почти в люке. Храм открытой длани. Это хорошо. У нас что-то там задание на... Что у меня тут вообще происходит? Боже, как же сильно я путаюсь. Ладно, пошли сюда. Нам надо найти этого самого убийцу. Да. Все так. Смотри, кровь. Кошель. Пустой. Корзина с луком. Это нам в лагерь. Морковка. Это тоже нам в лагерь. Водичка. Водичка мне не надо. О, амская десертная. Это тоже нам в лагерь. Это все мы берем, да. Короче. Давайте так, чтоб... Сюда. Давайте так, чтобы мы по-быстренькому здесь справились и пошли дальше. Осенний шифран я забираю, потому что это мне. Ноты. Это хорошо. Элегическая фуга в ре миноре, заглавленная ода угнетенным. Типа мне? Ладно, извиняюсь. Наскоро написанное слегка влажное прошение об отдыхе, в котором автор просит на 10 дней освободить его от служения Ильметеру, чтобы он мог оплакать отца Лоргана. Ну что, оплакал, чияк? Так, что тут? Боевой посох, который я забираю, чтобы продать. Серебряный стакан, который я забираю, чтобы... Я правильно все сказала? Чтобы продать обряды перехода. Сборник погребальных обрядов служителей Ильматера, особенно зачитанной выглядит страница, посвященная обращению. Может настать такой час, когда тебе, поклоняющийся мученик, придется утешать тех, кому не посчастливилось обрести веру, когда они приходят из этой жизни в последующую. Или, что еще неприятнее, перед тобой может оказаться умирающий последователь негодного божества, убежденный, что он избегнет мучительного посмертия. Господь над Иби щедро одаряет нас, но даже нам не под силу на смертном одре изменить курс, каким движется душа. Что ж такое? Ладно, не чихну. Того, кто при жизни погряз во грехе и после смерти ждет обитель грешная, как бы они ни противились под конец. Однако в том, чтобы сказать им об этом, гораздо больше вреда, чем пользы. Ильматер не запрещает говорить неправду, даже если с детства нас учат иному. Если это избавит умирающего несчастных... Тут, наверное, умирающих несчастных от страданий. А, нет, все правильно. Скажите, что плачущий Бог примет их в свои утешающие объятия. Заставьте их поверить, какие бы муки не терпела душа в посмертии, плоти она не помнит, так избавьте их от невзгод хоть перед смертью. Понятно. Да что такое? Чихну или нет? Об утомленных. Том 1. Отец Лорган. Сборник размышлений отца Лоргана об унынии. Возможно, самое тяжкое страдание из всех, то, что притупляет, но не мучает. Усталость сидит глубоко в душе, но она набрасывается свою вязкую сеть на поверхности, глушит все блуждающие мысли и чувства на своем пути. Недомогание такого рода может вызвать гниение сердца, если оставить его гноиться, однако извлекать занозу следует осторожно. Усталая душа знает себя лучше, чем ты. Не снисходи, не предполагай, не навязывай. Просто используй себя в качестве инструмента для утомленных, давая им знать, что тебя можно использовать так, как им требуется. Let's see what this does. Смотри. Ты думаешь, я... Ага, ты видишь это, да? Я вижу. Ну, как бы я не то, что вижу, я еще и знаю. Anyway, я сначала иду сюда. Жаровню включи, чтобы красивее было. Спасибо. Склеп. Должно быть здесь похоронена Шира Кларвен. Here lies Sister Shira Clarwen. Date of birth unknown. Died 1491 DR. Here it is. The tomb Вот of она, the гробница amulet внучки spirit духа из granddaughter. амулета. Пора Time for a воссоединить family семью. reunion. Да, давай. Давай я сейчас как воссоединю. Darling Shira, faithful to the crying god, long didst I wait, only to find thine empty flesh. Gone thou might be, alas. Да, вот так.
Ты, может, поговоришь со мной немножко? Угу. Oh, honored Shira, her spirit hath fled, and her body but merely a husk. Я тебя Swear I поскриню. did to shed this foul mania and bestow it upon Shira. She was to endure, to suffer, as was her god Ilmater's wont. Who now shall bear the madness Shah has wrought on me, so I might no longer suffer? Oh, shall it be thou? Так, подумать о том, что ты знаешь о болезни монаха, каковы последствия ее принятия. Давай попробуем. Вряд ли у меня получится. У меня точно не получится. Но я попробую. У меня не получилось. У меня есть 3 вдохновения. 3 вдохновения. Да пофиг тогда. Сколько ты не стараешься, тебе не удается понять, чем придется платить за безумие монаха. На самом деле, у того, чтобы получить то, что он мне даст, смысла мало. Типа, это не особо полезная вещь, которой я, в принципе, даже не пользуюсь, не вещь, а заклинание, не важно. И это. Но я, тем не менее, это сделаю. Что будет, если я соглашусь? Thou shalt know the extent of Shah's mania, Tasha's hideous laughter at thine beck and call. But at what cost? Who might say? Какой ценой? Я могу сказать, какой ценой. Давай, если ты обретешь покой, я возьму на себя безумие. Лазель не одобрила. У тебя колет в мышцах, а рот дергается, когда безумие смеха растекается по тебе. Безумие терзает твой разум, проникает в те места, которые лучше не трогать. Ты чувствуешь, как твоя мудрость начинает истощаться. Я не хочу, чтобы она истощалась, поэтому собраться и защитить самое уязвимое, призвать паразита, чтобы поглотить удар, принять неизбежное. Давай попробуем. Нет, мудростью не получится. Выносливость, собраться силами, направить ощущение в другое место. Maybe, probably. Или поглотить удар летидом. Тут тоже мудрость вообще-то. Плюс 1 от мудрости. Выносливость больше всего вероятно, что получится. Блин, я просто не уверена, выносливость считается в другое место, это значит, что оно почему-то другому ударит, нет? Я, по-моему, это никогда не выбирала. Ну, допустим, попробуй. Ты чё, на приколе или чё там, алло? Опомнись. У меня есть повторный. Хорошо, допустим. Даже когда безумие Шара распространяется, ты не теряешь рассудка и сохраняешь свою мудрость. Ты начинаешь хихикать, поражаясь абсурдности происходящего. Дух, прячущийся в амулете, привел тебя к телу своей внучки и вселился в него. Возмутительно. Нелепо. И снова ты чувствуешь, как уходит твоя мудрость. Это же умора. Или нет? Как тебе сказать, давай не надо. Я не откажусь от мудрости. Я тех, кто держаться, ты обратишь ты проклятие в дар и не откажешься от мудрости. Я не откажусь. Я жертвую твоим бардским вдохновением, чтобы ты мне помогла. Спасибо. Желание смеяться угасает, но ты не можешь удержаться от хихиканья. Тебе удалось выдержать безумие монаха, и теперь ты знаешь заклинание «Отвратительный смех Таши». А Стариан и Лайзель одобрили. Ей только хихоньки да хахоньки. For this mind was not mine own. May laughter be thy gift, never thy curse. The morning Lord calls. Canst thou feel the warmth of his blessing? This is not my final twilight, but a new dawn. Farewell. Труп снова становится лишь пустой оболочкой. Монах, освободившись от безумия, наконец-то обретает покой. Вот это ты молодец, что обрел покой. Слушай.
Его больше нет. Что ж, он всегда был готов посмеяться. Слушай, подвинь саркофаг. Вы тут без ничего лежите, да? По идее. Жаль. Шира, ты капец улеглась, конечно, удобно. Метнуть даже нельзя, ну лежи тогда здесь. Я хотела помочь, положить ее в ее гробик, в гробницу. Так, да пофиг. Так. Ага, святая вода. Свиток волшебный засов. Свиток подчинения гуманоида. Что там лежит еще? Учение Ильматера. Окей. Потенциальный святой. В книге повествуется о женщине благородных кровей, которая отказалась от своего состояния, стала жрицей Ильматера и служила во внешнем городе, а после смерти добивается собственной канонизации. Сие есть полный и правдивый отчет о моем стремлении быть канонизированной после смерти под именем святой Бригитты, служительницы Ильматера, искалеченного бога, сострадательного и милосердного, претерпевающего. Моя жизнь была благословена всеми привилегиями высшего общества, мои родители были любящими и щедрыми, общество было ко мне благосклонно, наши кладовые всегда полнились. Но после смерти Саривака я узрела мир таким, какой он есть, полный боли и опасностей. Мир, в котором зло, если его не остановить, может процветать. Я поняла, что у моих благословений была цена. Почему у меня было так много всего, когда у других было так мало? Я не могла больше оставаться в позолоченном блаженстве верхнего города и возжелала увидеть мир таким, какой он есть на самом деле. Не завидую тебе. О, всякие эти, беру. Тут чудеса внешнего мира. Это Асларяна Безбредь. Молодец. With pleasure. Let's move. Я вообще куда-то эти все свитки складываю. У меня есть какое-то для них место-то? Чи не? Да походу нет. Уп. А, есть для свитков. То у меня тут по свиткам одинаковые, переложу в одно место, наверное. Не мельтешили. Все. Какой у меня уровень? Какой у меня уровень? 10. Мне надо выучиться полный. Я ради этого как бы тут живу. Чудеса внешнего города. Описание предполагаемых чудес, имевших место на окраинах Радбалдура и приписываемых Ильматеру. Клиент Кильдра Энглайрона считает, что излечился жуть, как скоро от болезненного ожога об наковальню. Был спрошен, не Ильматер ли наслал неприятного болтливого господина Клафт Кармен, дабы тот служил причиной страданий. Суп по-прежнему откуда-то берется в лагере беженцев, даже после закрытия храмовой кухни. Любопытно. Мужчина с руками, связанными лошадиными поводьями, утверждает, что он священный символ. Манип Нестор утверждает, что лучше осознал свой долг, когда его перевели в лагерь беженцев. Интересные у вас тут дела. Сюда. Стопочка книжечек. Устное предание Фаэруна, Гиты и Элитиды. Я не помню, читали мы это. Эта книга разбита на несколько глав, по одной на каждый из источников. По утверждению автора, она содержит изначальные записи устных преданий, рассказанных несколькими сказителями на просторах королевства. Глава 4. Полидор Устроногий, возраст 700 лет, лесной эльф, сказитель родом из Острозубого леса. После нескольких недель, которые мне пришлось провести в лесах в попытке приучить его к моему скромному присутствию, почтенный Полидор наконец счел возможным явить мне свой лик. Чем дольше я оставался там, показывая, что не угрожаю его здоровью и покою, тем охотнее он отвечал на осторожные расспросы. Эта история, которая была поведана мне одним промозглым утром при свете маленького костерка, не проходила... Мы это читали, по-моему. По-моему, да, но... Если кому-то интересно, почитайте еще раз.
Кристальчик. А, у меня полет есть, я уже и забыла. Синенькая краска. Тут убого выглядит. Вот, давай покрасим одежду этой. Вот это. Окей, стало еще хуже. Ну, неважно. Это не важно. И так сойдет. Блин, почему нет варианта покрасить сразу всю одежду, типа, у одного персонажа или персонажки? Почему? Ой, ну ты выглядишь теперь такой... Не, ну ладно, тут типа синий, желтый, да, чуть-чуть примесь какого-то еще. Короче, Украина, все. Идем. Can't slow down. Сохранение прошло. Зачем ты прошло? Я тебя просила? Нет. Крыто с губками. А давай помоем их. Используй. А то они как клоуны ходят. Можно уже и не ходить. Используй. Action. Клоунский хрень, все. Let's march. Everything is clear. Так, всякие тут у вас припасы просроченные. Спасибо, я не... А! Почему? Почему вы меня заметили? Вы не должны были, Блин! Ладно. I am Ладно, и fury. так сойдет. I am death. Уп. Да. Путь перекрыт. А что он, по-твоему, перекрыт? Скажи мне. Потому что я не знаю. А если так? Тоже путь перекрыт. Угу. Понимаю. Ну, значит, от этого бахни. Нифига ты слышишь? Еще и жив... Нифига ты слышишь? Ты чё? Ты чё? Ты чё? Это бонусное, это бонусное. Ты к нему не подойдешь, конечно. Ну ладно. Где ты? Иди. Иди, пожалуйста, по прямой вот так вот. On the move. Капец, у меня в другой игре у нее скорость этих. Короче, намного больше у нее возможность идти. Ну, хотя она и там воинша, и... Но там у меня другой билд, поэтому да. Поэтому так. Сетка. Побежала. А раз вас... Что? Что я сказала? А их разве тут не больше должно быть? Только трое? Мне казалось, их здесь больше стоит обычно. Ну, хз. Или я ошибаюсь. Или, может, из-за уровня сложности. Gods, it's hot in here. Возможно. Ты промахнулась? Ты сейчас шо? Blood comes easy these days. Куда полетели? Красиво, красиво. Красиво, но зачем? Могла и не использовать, но я Pave my захотела. path with corpses. Build my castle with bones. Что, полевой? Полевой челдохотник Смертизум. Куда ты взяла его? Претендент Доллар талантлив, хотя и несколько неосторожен. Он выбросил кинжал где-то здесь, в этих пещерах, хотя я не знаю где. Но я чувствую запах. Мускусный запах страха от его убийства еще долго останется в воздухе, потому что он дает жертвам помариноваться. Они стоят, сидят, лежат, не в силах пошевелиться, пока яд наполняет их конечности свинцом. И осознают только два непреложных факта. Они умирают, и они ничего не могут с этим сделать. Хреново это. Ключ с цветочным узором. Красиво.
Стоп, стрелы оставлены. А, окей, у меня уже есть. The corpse regards you lifelessly. Я нашла цветочный ключ. Для чего он нужен? Flophouse. Dolor's secrets. Где сейчас Долор? Наверное, он не знает, Долор. Кто такой Долор? A blood-red dwarf. Tricky. Hungry. Кроваво-красный дварф. Прекрасно. Не зря я не люблю дварфов. На кого ты работаешь? Ну, говори The уже. corpse tries to speak, but Пытается говорить, но ему something что-то prevents мешает. it. Что тебе мешает? Что-то в горле застряло? Я сейчас вытяну. Что ты здесь делал? Dolor. Messy. А, ну да, я же прочитала об этом. His dagger. Careless. Это ты убил отца Лоргана? Нет, это Долор, очевидно. Где сейчас Долор? The corpse remains silent. Не знает. Ну да. It does not know. Это было, в принципе, The логично. spell's power wanes. You can ask no more questions. Ну, ладно, в принципе. Да и фиг с тобой. О, металлические перчатки. Это, в принципе, все не нужно. Someone was Кто-то намеренно разложил эти arranging трупы. these corpses. Но ради чего? What for? Илласера, первая. Чучело Элайсеры, которая наблюдала и ждала, что толку в ее глазах. Она думала, что охотница, но не смогла разобраться в шерсти. Ниже красуется чрезмерно вычурная подпись, начертанная кровью. Один красная. Расчлененное тело клоуна. Часть мертвого тела все еще облаченная в клоунскую одежду. Colourful torso. Красочный торс, разодранный и изувеченный. Привет, капля. Hello, Dribbles. Кто там у нас носит капельку? На, носи. Бюро. Обездвиживатель. This blade's wicked. Этот нож также отвратителен на вид, как и то, для чего он был использован. Poor Father Logan. Бедный отец Лорган. Ну да, отцу Лоргану хамбец, хана. Это логично. Mind never quiet. И умер он неприятно, как мы знаем. Так, тють. What's Рюкзачок. hiding here? Looks like Father Logan's Похоже, help помощь отца wasn't Лоргана не quite помогла enough. им выжить. Брека, уважаемая госпожа священник. Чего? Какой священник? Какая госпожа священник? Это что? Это письмо выведено аккуратным, но неровным почерком кого-то, кто только что научился писать. Мама говорит, что надо чаще говорить спасибо, так что спасибо. Спасибо, что прогнали ту противную тетеньку, которая кричала на меня и говорила гадости. Ну вот, это уже 3 спасибо. Уже 4. Так что мама наверняка будет довольна. Да, кстати, вы нигде не видели моего плюшевого мишку? Кажется, он куда-то потевался, пока тетенька орала. Шель. Заповеди искалеченного бога. Этот молитвенник весь в пятнах от слез, а по некоторым страницам видно, что с ними часто сверялись. Максима, не знаю, 27. Перед лицом непринятия упорствовать. Неприятие. Перед лицом агрессии выстоять, перед лицом страдающего утешить. Максима 33. Искалеченный бог должен проливать слезы, ибо без этого он был бы бессердечен. Так и ты будешь плакать, будешь рыдать и будешь чувствовать, как причитания режут тебе плечи. А можно не надо? Максима 92. Весь текст гневно исчеркан так, что ничего нельзя прочесть.
Ну вот, а мне так интересно, что там было, это я беру себе. Вам эти кольца уже не нужны, а мне они как бы еще понадобятся. Сори. Запрос о милостыне. Почтенный отец Лорган и настоятельница Янис, если у вас есть лишняя еда, прошу, поделитесь с нами. Наши животы воют по ночам, как побитые собаки. Нам что угодно подойдет. Морковь, яблоки, мы даже лук жуем, если только лук у вас есть. Искренне ваша Тульдрин. О боже, это ужасно. Это правда ужасно. Тут, но это ужасно. Это кошмар. Лезель, тебе было падлу пройти 2 шага, ты решила полететь? Окей. У меня есть защита от яда? Есть. Ну, стойте тут. Слетаю, заберу то, что мне нужно. Сюда. И обратно. Давай, я бежать долго не хочу. Ты сможешь перелететь тут? Сюда. Вот ты сможешь, молодец. А эти добегут как-то, да. Астариан, ты где? А где Астариан? А, он первый побежал, господи, рванул самым первым, я не заметила. Лезель могла перелететь вообще-то, ну ладно. Окей. Time to get going. Что по эликсирам кровожадности не могу сделать, к сожалению. А хотелось бы. А у меня есть? У меня есть этот свиток призыва элементаля. Ну нет, это, конечно, мало и можно, но я хочу свиток другой, большого элементаля. Побольше. Ну ладно. Вход в пещеру. Колечко. Подвесочка. Следы. Кстати говоря, есть тут одно место, где можно сразу пойти в комнату Горташа. Прям, ну, не приходя через него, пойти в его комнату. Я обычно так делаю, чтобы, во-первых, обезвредить некоторые штуки, а во-вторых, чтобы забрать там сапоги. Поэзия как пытка, а твой хозяин хитроумен, Астариан. Ты согласен? You and I have very different definitions of clever. У нас с тобой разное представление о хитроумии. Все сказала? Хорошо. Так вот, можно попасть в его комнату, чтобы забрать оттуда обувь, обезвредить ловушечки. Но я на самом деле не вижу смысла сейчас себе этого делать. Это для меня не так важно и приоритетно. Я просто могу показать, где это место находится, как бы чуть позже. Так, ты там пока копаешь. Астариан, это тебе. Так, ну вы ползите. Я посмотрю время, нормально по времени. Кольцо без камня. Перстень, из которого, похоже, вытащили драгоценный камень. The corpse regards you lifelessly. Так. Расскажи мне про кольцо без камня, которое я у тебя нашла.
Others died on the road. Man tried to buy. Мужчина хотел купить кольцо. Что последнее ты можешь вспомнить? Очевидно, он кольцо не отдал, потому что это кольцо брата. Не захотел продать. Но, видимо, этот мужчина его и столкнул, чтобы забрать камень. Man buying heirlooms. Vulture challenged him. У тебя есть близкие? None Нет. Что случилось с тобой? pushed. Felt bones break. Толкнули. Жалко. Darkness. Откуда ты? East. Fled armies. Lost everything. The spell's power. Мне жаль. You can ask no more questions. Я смотрю, ей тоже немножко жаль. More for me. А вот тут у нас пещерка. Я за тобой слежу. А, ну в принципе так-то я бы могла и прям... Не, ну ладно, позже покажу. Следы ведут прямо в пещеру. Вход в пещеру, ну а дальше тут мы везде лазили, шарились. Сколько я помню. What to do? В принципе, мы можем зайти в эту пещеру. The boss is expecting Босс you. ждет тебя. Он не забыл Hasn't твоей forgotten помощи what в you did лунных for him at башнях. Moonrise. Хорошо, это хорошо, что он не забыл. А то было бы неприятно. Ты где? Никельс. Нет, не Никельс. Мне нужен другой. Вот. Вульбрен. Нет. Баркрут, ты мне Very нужен. well. There you are. Good. We need to strategize. Wulbrin is planning something. Lots of moving parts. I'm still trying to suss the details myself. Угу, выяснить детали, это хорошо. У нас по стандарту атмосфера темноты. Вот так. У тебя беспокойный вид. I am. Так и есть. Я знал, что он горяч, но это просто немыслимо. Unspeakable. Поговори с ним, помоги ему образумиться. Help him see sense. Someone has to. Окей. Где ты, Вульбрен? Good to see you. Wasn't sure you'd make it to the city. Regretting it yet? I spent a lot of time thinking of worst-case scenarios while I was locked in that cell you plucked me out of at Moonrise. I didn't imagine anything as bad as this. The Gondians have handed Enver Gortash the means to bring about the end of liberty in Baldur's Gate. And the citizens have rolled out the red carpet for the new tyrant. Resistance fighters are few and far between. My iron hands, what's left of the Harpers, and you. I hope. Так, бойцы сопротивления малочисленные и разразнены. Мои гордальцы, остатки орфистов, это я надеюсь. Гордо считай мертв. У меня есть свои причины уничтожить его. As long as our objective is the same, the reason doesn't matter to me. We have a common enemy. But neither of us gets what we want until we deal with our biggest obstacle. The Steel Watch. Стальная стража. Это угроза для тебя, для меня, для всех мужчин, женщин и детей города. Они ведут себя как цивилизованные слуги народа, но служат они только одному. А когда он станет великим герцогом, все будет только хуже. Законы поменяются, свободы исчезнут, а обвинять и выносить приговор будут еще до того, как ты совершишь преступление. И во всем этом виноваты сраные гандийцы.
Ну, тут ты чуть-чуть перегнул. Факинг гандийцы, это, конечно, хорошо, да, но все-таки, тем не менее, гандийцы только делают то, что приказывает Горташ. На самом деле зло... Ну, или Горташ, или кто-то там выше, да, на самом деле зло не совсем они, хотя... Ну, почему ты винишь гандийцев? А, вот эта волшебница. Гандийцы просто изобретатели, нельзя винить их за то, что делает Горташ. Я сохранюсь. Их можно винить именно по этой причине. Они изобрели стальных стражей и сейчас строят целую армию. Я все равно не согласна. Стал бы ты обвинять мага в том, как другие используют написанные им заклинания. Эти гандийцы не какие-то убогие, ничего не понимающие маги, переписывающие свитки мелких метеоров или кислотных стрел. Они соучастники. Я говорю, ты... Given the chance. And now they'll kiss Gortash's ring while the city screams. I had a plan to put a stop to them. But the way things are now, if we stick our heads above ground, the Watchers are on us like flies on shit. Во-первых, я включу свет. Во-вторых, ты не прав. Ну, почти, относительно. Типа, борщина не перебарщивай. Горташ сделал херню, Горташ делает херню, Горташ терроризирует там людей, да, остальные стражи, все дела. Но они виноваты. Гандийцы делают какое-то изобретение. Нет, ну как сказать, типа, если они делают это чисто ради денег и зная, что это изобретение будет вредить людям, то да, это, конечно, имеет смысл, что они делают херню. Но я думаю о том, что нам надо с ним поговорить. Может, я смогу помочь. Тебе просто нужно кое в чем подсобить, и я это сделать смогу. Гандийцы изобретательные, но и мы не лыком шитые. Они не способны построить ничего такого, что гаэрдельцы не могли бы разрушить. И как раз для этой цели я создал нечто уникальное. Бомба из рунного пороха. Первая в своем роде. Настолько мощная, что соберись хоть 50 волшебников, лопающихся от плетения, и то не смогли бы выдержать. Ставь бомбу на фабрику гандийцев и... бум! Проблема решена. Слушай. Ты чё такой токсичный? Ты вообще прям очень токсичный. Он еще изначально был токсичным, когда я его мудаком назвала, или как-то так во втором акте. Типа, ну ты прям... Иди в шопу. Чародейка. Вот это взрывище получится. Не терпится поглядеть. Ладно, я не буду это выбирать, но забавно. Давай бомбу, я прослежу, чтобы никто не выжил. Нет, Барк в чем-то прав. Это все похоже на массовое убийство. Может, гандийцы сами жертвы, а не злодеи. Гандийцы выбрали сторону, когда подчинились приказам Горташа. Будь у них хоть капелька мужества, они бы отказались и умерли как герои, плюнув ему в лицо. А теперь подохнут, как трусливые псы. Ну, у тебя какие-то методы, конечно, да, но, конечно, ни хрена не да, потому что может быть такое, что их реально шантажируют, и не все готовы пожертвовать своей жизнью ради кого бы то ни было. Ну, типа, это факт. Я не уверена, пожертвовала бы я своей жизнью ради блага многих, честно. Это очень спорный вопрос, и там как-то юлить и говорить, что я бы там умерла, если там много людей. Я не знаю. Я не уверена. Я знаю, я не могу сказать в этом случае, но в случае, если бы, например, меня шантажировали моими близкими, например, я бы, скорее всего, пошла на поводу этого шантажа, если есть опасность для моих близких, например, или для чего-то, что мне дорого, то да, я бы, наверное, все-таки пошла на этот шантаж и сделала, как от меня хотят, что от меня требуют.
Если стоит ситуация, что я жертвую собой или много людей страдает, тут спорный момент, но я не уверена, что я бы выбрала. Наверняка я не могу сказать. Если они делают это просто потому, что из прихоти, зная, что там их никак не шантажируют, и то, что их не убьют, или из прихоти просто денег, но зная, что пострадает много людей, это другой разговор. Это уже совсем другое. Но это мое мнение, я так думаю. Гордош наш враг, а не гандийцы. Я найду другой способ. Или я поговорю с гандийцами, может быть, они образумятся. Давай так. That's what I've been saying. There may yet be a peaceful solution. Fine. Хорошо. Если хочешь попробовать поболтать языком прямо в чреве чудовища милости, прошу. Но их представление о дипломатии — это остальной кулак, засунутый туда, где не светит солнце. So take the bomb. Just in case I'm right and you're wrong. Возьми бомбу, типа, на всякий случай. Ну, на всякий случай взять бомбу надо. Хорошо, я ее возьму, но использую только в самом крайнем случае. Астариан одобрил. The foundry is in the lower city, down by the docks. Beautiful building, belching smoke into the sky day and night. Getting inside won't be easy, but when you do, place the bomb at the heart of the facility. Get yourself back to street level. The streets will be clear of watchers in no time. Ну окей, стражей, да. Стражи, да. Где ты? Бомба из рунного пороха. Где ты, Барк? Вот ты, Барк. A rune powder bomb? Huh. What the devil has he become? Я думаю, здесь не все так просто, как кажется. You'll hear no argument on that score. But using rune powder on the Gondians? They are inventors. Они изобретатели, как и мы. Да, такие же придирчивые, самовлюбленные, но ведь всякое бывает. У них должна быть возможность оправдаться, прежде чем их разорвут в клочья, так ведь? Ну да, я согласна, что надо хотя бы спросить, уточнить. Если они скажут, что мы просто мудаки и нам насрать, то ну вы просто тогда и взорветесь. А если нет, то мы подумаем. Ну хорошо, я с ним поговорю. That's all I ask. Questions first, violence later. And only if absolutely necessary. Мне импонирует Барк в этом плане, что сначала разговоры, потом насилие, и в крайнем случае я согласна, потому что если мы сразу будем применять насилие, то, ну, смысл этого мира... Ну, он как бы и так немножечко говно, да, но тем не менее, я слишком добрая иногда. Никельс, привет. It stopped, but it'll happen again. It keeps happening. The shivering, shaking, quaking. Don't you feel it? Ты чувствуешь тряску? Да, что это такое? Оно продолжается. There's something underneath the city, inside the rock. But when I ask the stone why it shakes, it only screams. I want to go home. Никельс, ты на приколе. Слушай, давай. You think I want my clan facing down one of those walking death machines with cutlery? Then leave me to my work. Можно мне у тебя что-то купить? Only if you're quick. Да, я быстренько. Что у тебя есть? Не, ну мне это не надо так-то. Перчатки ловких пальцев. А подожди. Угадайте, что? Снова сверлит кто-то сверху, и у меня горит с этого жопа. Очковое горение снова. Ну за что? Почему? Что я, блин, сделала? Сейчас я все попродаю, все, что мне не нужно. Ой, стой, это отдай, это моя вообще-то. Колечки тут всякие, боевой посох ненужный вообще. Абсолютно. Отсюда тоже можно половину продать. Типа вот это мне не всралось, вот это мне не всралось. Ну, вот это пусть будет, конечно, но оно мне тоже не всралось. И это мне не всралось.
Свиток волшебных способностей. Ну ладно, пусть будет. Так. Порыв ветра пусть стоит. Ну, как-то так, да? Что еще? Из важного. Стариану стоит дать... Не, вот это я продам, пофиг, не надо, но Стариану тоже. Тут у нас громобой, перчатки армейской муштры. Что это такое? Превзойти свои физические ограничения и понесите 3-36 колющего урона, чтобы получить дополнительную атаку и удвоить скорость перемещения на одном ходу. Понимаю. Понимаю, но мне это не нужно тоже. Ловкость рук. Гномы получают +2. Полурослики получают +1. Ну, у меня таких нет, так что давай так. И все равно я плачу. Ты слышишь, какой? Нифига дорогие стрелы. Обменять. Стариан, это тебе. Специально для тебя потратила 1 000 000 денег. Капец. Надеюсь, ты скажешь мне спасибо. Где они? Где стрелы? Почему я это не продала? Ладно, пофиг. Так вот. Там еще кто-то вроде продает. А, это не тут. Это где? А с кем это тут торговать можно? С тобой? С тобой можно торговать, да. All is ash and meat. Gondians respond well to reason. Алло, я хочу с тобой поторговать. Gondian... Зачем ты перестаешь со мной разговаривать? Ладно, отвались. Окей. Can't give up now. Locked. Закрыто. И замоченной скважины нет. Наверное, рядом должен быть какой-то переключатель. Окей. Я бы еще сюда зашла кое-что купить вообще-то. А, нет, стой. Кузнец. Я хочу знать, почему ты укрываешь в своем подвале гномом железной руки. Шныряешь по чужим подвалам, да. Ну ладно, мне скрывать нечего. Эти гномы не преступники, а жертвы. Они столько лет прожили на чужбине, без своей кузни, и все из-за какой-то древней кровавой распри. Гандийцы думают, что кроме них никто в мире молот держать как следует не умеют. Ошибаются. Скоро они почувствуют это на своей шкуре. Но до тех пор я даю гномам железной руки крышу над головой, и ничего плохого я не делаю. Уходи отсюда. Угу. Окей. Окей. Вот как эта лавка называется? Не-не-не, как лавка называется? Мне в какой-то из лавок? А, вот у нее я купила уже. Торговля. Мне надо было у нее что-то купить. А что именно? Мастер засад. Да, мне нужно... Подожди. Да, мне нужен мастер засад, потому что я хочу его дать Астариану вместо кинжала из Сусура. Кинжалы, в принципе, могу продать тогда. Вы получаете бонус +1 к броскам инициативы, преимущество при проверках на внимание. В бою вы дополнительно наносите 1-6 некротического урона существам, которые еще не сделали своего хода. 360 денег, ну ты капец гонишь. Давай вот это я продам. Да, вот так. Все, пока. Все, пока. Получается... мы, наверное, нам стоит поговорить с кем-то здесь, рассказать, что мы нашли оружие. Где женщина, которая тут стоит обычно? А где женщина, которая тут стоит обычно?
А, так вот здесь она ж. Вот она. How goes the search? Вот орудие убийства. Оно было в тайных проходах под храмом. That's it. Proof that Valeria missed something. They'll have to listen to you now. If you can convince them of Brilgor's innocence, then perhaps Ilmater could shed one less tear this day. Да. Ты все сказала, что хотела? How goes the search? Окей, все, мы здесь уже все сделали. Мы взяли оружие, орудие If you won't убийства. help us, at least let the children in. Можно идти дальше. Nothing but scraps for days. Здесь мы тоже были, насколько я помню. Да, ну идем вперед. А, стоп. Outraged. А, стоп, секунду. Вот сюда. The Duke. Ravengard, I think. I heard he's a good man. Age material. Let us talk to him, please. Вот сюда вот нам тоже надо сходить. Мы ж тут еще не были. Still in control. Just. Another quake. What's going on? It's the Elder Brain. There's something happening to it. Нечто непонятное творится со старшим мозгом. С этой стороны мы прошлись туда, а с этой стороны мы не прошли сюда. Значит, мы идем. Почему на внимание провал? Easy. This place is hungry for blood. Should be easy. Спасибо. Still alive. Thank you. So that's progress. Когда любой из ваших фокусов наносит урон кислотой, холодом, огнем, молнией или громом, добавьте свой модификатор заклинания к нанесенному урону. Продам. Have I been this way before? Угу. No time to rest. Провальчик на внимание. Вы можете не право... Больше не надо так делать, да? Морская звезда лежит, смотри. Прикольно. Трогать я ее, конечно, не буду. Себе лежит. Почему ты не мой? Давай метни ты. Не вижу, откуда запах. А откуда идет дым? As I was taught. Stay vigilant. There are traps here. Молодец. Мина. Я чуть на мину не кинула. Stayed interesting. Well, hello. Пустое безвредие. How considerate. На самом деле тут можно и просто пропрыгать или обойти, но зачем? Мне ж нужно себе усложнить задачу, правильно? Правильно. Someone's left a trap. Что там еще? Воздух. Но это не обязательно, это уже Dull пофиг. moment. Не, ну в принципе я могу вот как-то типа хоп, а потом как-то типа хоп. Все? Все. Don't waste a step. Я надеюсь, вы достаточно умны, чтобы пройти. Someone's left a trap. Мины. for us. Пожалуйста, отойдите оттуда во все. Спасибо.
У меня есть, может быть, какой-то свиток призыва Квазита или типа того, пожалуйста, мне очень нужен. Правда нужен. Нету, да блин. Очень жаль. Oh, I could go for a good meal. О, божественная кара, почему у меня она не сделана? Есть. Wretched thing. Pull yourself together. Swift as my feet can carry me. Умирающий головорез. My legs. I can't feel them. Tell the others. Let the boss know. This man is not long for this Ему world. недолго осталось жить в этом мире. Ну, типа, я ему помочь не смогу. Кто у тебя главарь? Stone Lord. Каменный лорд. He'll saw this. He'll get him. You hear the blood gurgle in Слышишь, his как кровь struggling булькает в lungs. его едва справляющихся His last легких. ounce of strength Он is потратил spent. последнюю только сил. Твои проблемы. Это я, кстати, конфискую. Перегрузка. Не конфискую. Карлах, ты будешь носить. Let's have a look. Короче, тут мне впадлу как-либо что-то... Это... Давай просто перелечу. Вот сюда? Ты можешь попрыгать как-то? Ты летать не умеешь. У нас прыгаешь далеко? Прыгает он тоже не то чтобы далеко, конечно. Ничего. Indolence breeds madness. Угу, трапс, пофигу. Making me sweat. What next? Keep it together. Пожалуйста, только не... But still warm. Easy. This place is Осторожнее, hungry for здесь blood. можно лишиться не только ноги. Нет, что-то еще труп обезглавленный, но еще теплый. Bet that will fit in my pack. Опять сохранение автоматическое. At the ready. О, если я не ошибаюсь, это тот же корабль, что был лунохвашен. Это корабль, в котором мой лут, который я заберу обязательно. Вот так вот. Смотри там. Похоже, эти двое сейчас подерутся. Quietly now. А давай. Ук, срень. Каменного лорда бахнуть? Да. Нифига меня не заметили, не ври. Ты тоже сюда зря залезла, конечно. А ну-ка, прыгни обратно. Вот, а теперь подойди сюда. И прыгни как можно дальше. Да, вот так. I'm ready. Ой, Зель, тут тоже делать нефиг на самом деле. Но я могу не подлететь куда-то сюда. Shall we dance? Как-то так. Милашка летом. Милашка. Уп. Давай куда-то вот. Да ну, пожалуйста, давай ты не будешь дергать эту фигню. Вот так. Угу. Спасибо. Мне так не хочется тратить свои стрелы множество целей, вы бы знали. Прям максимально не хочу тратить. Я, как обычно, забыла поставить метку. Далее шила. Я даже не буду уточнять, почему она шила. Но смешно.
Промах. Минус. Что у меня по пассивкам? The guild owns this city. О, раньше волк был подписан по-другому. Open up. Какой промах, а? Помрачительно. Ты достойно повела себя, незнакомка. Многие постарались бы улизнуть и не вмешиваться. Такие не заслужили бы благодарности гильдии. Я предпочитаю золото словом благодарности. Одно обычно следует за другим. Вот, держи. Спасибо. Это мне надо, это я хочу. И кого я убила, чтобы заработать эти монеты? Это мерзавцы нового сорта, которые лезут в наши дела. Агенты Каменного Лорда. Каменный Лорд. Я слышала это имя от умирающего. Кто это? Новичок в нашем восхитительном преступном мире. И он не особо ладит с другими. Что здесь делали эти агенты? Мы думаем, Каменный Лорд и его прислужники в союзе с сектантами Абсолют. И эта их небольшая операция подтверждает наши подозрения. Они отыскали что-то ценное на лодку, но теперь это что-то принадлежит гильдии. На самом деле оно принадлежит мне, но мне не обязательно с ней ссориться, чтобы стырить все, что принадлежит мне. Что ж, я оставляю тебя с твоей добычей и иду... Не надо сюда залазить. И иду забирать все, что у вас тут есть. Ладно, пошли сразу вот сюда. Сундучок. Сундучок, пожалуйста. Денежки. Угу. Сколочная граната излома беру. Хранилище. Беру. Судовая декларация с примечаниями. Корабельный манифест. Одна группа ящиков обведена кружком и сверху приплетена записка. Корабельный? Да пофиг. Напоминаю, это товары Каменного Лорда. Мы не хотим, чтобы он сюда приходил лично и объяснял, как ценить свою собственность. Мы и так поймем. Если кого-то подмывает вскрыть ящик и заглянуть в щель, вспомните Норина и Громил, которые за ним пришли. Я и пальцем не шевельнула тогда, чтобы помешать этим набожным психам. Мы ради вас стараться не стану. Банк крови. Трудно. Окаменевшая раковина. Прикольно. Брать ее, конечно, не буду. Сколько она стоит? +2 класс брони. Это что, щит? Это щит? Почему я только сейчас об этом узнаю, спустя миллион игр? Это щит. О боже. Почему? Это смешно выглядит. Обвитая липкими, похожими на веревки водорослями, эта створка гигантская раковина может сгодиться в качестве щита. Прикольно. Трогать я, конечно, не буду. Продам. О, образец лидского паразита, еще один. Ой, классно. Очень круто.
Трупомол беру продать. Беру. Не подведи, прочесть. Гильдия разузнала о наших делах у Риги. Каменный лорд лично попросил, чтобы вы выпроводили всех гостей. До меня дошли слухи, что ваши работники начали сомневаться в возможностях каменного лорда. Обеспечьте безопасность нашего груза, и ему не придется лично устраивать вам демонстрацию. Поврежденная ваза. Проходик какой-то. Шли проходик. Ожерелье, кольцо. Это все мне на продажу идет. Это я беру. И там еще какая-то записка для Кейроса. Босс, я это снаружи со жмурика снял. Это не из тайника. Я не Ван, я правила знаю. Острая свиная колбаса. Чудесно. Просто чудесно. Золото. 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 Одна штука. Блин, 3 штуки золота лежат. И те я все равно решила забрать. Это так стрёмно. О, предупреждение Кейроса. Вану пришлось напомнить, что в тайник лазить запрещено. Это мой тайник, а вам положено ровно столько, сколько я даю. Замечу, что кто-то лазит в тайник, закончится как Ван. Будьте умными, не будьте как Ван. Окей. Так, ящик с сокровищами. Не. Старяна, безбить, пожалуйста. Как же я люблю лут, да. Как же я люблю лут. Боже. Половину найденных денег я обычно даже не трачу. Сапоги костяных шипов. Пока вы не надеваете доспех и не держите в руках щит, вы получите бонус плюс 1 к классу брони, испытанием технические прыжки, максимальная дальность увеличивается. Подожди секунду. Сейчас надо вспомнить. Ну ладно, давайте на этом закончим, тогда продолжим в следующей серии. Я пока вспомню за сапоги. Спасибо вам, девчата, за просмотры. Не забудьте подписаться на канал, на Инстаграм, на Твич, а также ставьте лайки, оставляйте комментарии, кликайте на колокольчик. Всем отличного настроения и до встречи в следующих видео.